На просторах сети, среди множества милых породистых британских кошек и умилительных видеороликов с пушистыми комочками в ролях, появился необычный и весьма трогательный сюжет. Рассказ про британского кота, который вдруг неожиданно стал папочкой. И нет, это не просто очередное милое видео. Это настоящий маленький сериал, полный удивительных эмоций и искреннего, на первый взгляд, нежелания принять происходящее. Давайте погрузимся в эту историю, и я расскажу ее с любовью и вниманием к деталям, давая слуху и описаниям пространства и объем. В уютном дворике обычный, но оттого не менее особенный, квартиры появился маленький мир. Несколько крошек, совсем еще слепеньких котят, только что повстречавших свет. Усыпанные мягким маминым мехом, они пронзительно пискали, только-только начав знакомиться с жизнью. Мама-кошка ласковыми движениями рылась под котятами, оберегая, гротя и подталкивая их кого к тому, кто к этому. И вот настал трепетный момент. Котята были принесены навстречу с их папой, огромным, мощным, пушистым британцем, привыкшим к спокойствию и неторопливым дням. Но реакция сразу оказалась неожиданной. Лишь только входящие в комнату котята испустили жалкие писки, сразу спровоцировали у папы кошки рвотный рефлекс. Да-да, только пискнул первый котенок. И все невыразимое мышечное напряжение, недобрый взмах лапы, едва сдерживаемое отвращение. Нежная сцена оказалась настолько шокирующей, что в ответ на них кот просто физически не мог удержаться. Настолько не был подготовлен к тому, чтобы слышать и видеть настолько малых существ. Воистину, несознательно брошенный крик младенцев вызвал у него физиологическую реакцию, от которой, как говорится, не на шутку мутило. Вот представьте, эти пушистые голоса в крапинку, тонкие и хрипловатые, словно маленькие одиночественные перезвоны, внезапно встреченные Юркой огромной фигурой кота. И вместо умиления, вот оно, физиологическое отторжение в буквальном смысле слова. Вот и, к слову, реакция отца. Впервые встретившись с собственными отпрысками, он потерял лицо перед ними. В прямом и переносном смысле. Через несколько дней котят снова привели к отцу. Будто бы вторая попытка сближения. Внимательная, осторожная. С надеждой, что время залечит первоначальный шок. И папа посмотрит на свое потомство. И примет, наконец. Но нет. Теперь никаких рвотных спазмов, никаких физических реакций. Тело поддерживало спокойствие, но вот глаза папы говорили другое. Как только он увидел котят, остановился, отпрянул, словно котятки вдруг стали чужими, невидимыми элементами другой вселенной. И выражение глаз такое, будто сказала мама-кошка: «Прости, милый, но это не твой». Не словом, а взглядом. Как будто в их глазах промелькнуло «не мое». Ни охотника в них, ни интереса отца, только внутренняя стена, отрешенность и отчуждение. Пользователи соцсетей, конечно, отреагировали. Сразу пошли мемы и шутки, сравнивая такого кота с мужчинами, которые при рождении ребенка или в первые месяцы как будто не узнают собственного ребенка, словно не мое все это, я ни при чем. И вообще трудно в них разглядеть отца, ведь пока малыш не заговорит, не сделает что-то конкретное, они просто не воспринимают как своих. Британец, конечно, классный кот, но некоторые мужики могут позавидовать его дистанцированному пренебрежению, писали комментаторы. Месяцы шли, котята росли. Сначала сидели в обнимку с мамой, не умея еще даже видеть, глазки закрыты. Писк становился то тихим, то громким.
падалки ударов маленьких лап. И мама все время рядом, греет, оберегает, кормит. А папа поблизости, отдельно, наблюдает. Временами просто неподалеку. Ни страха, ни интереса. Одно время даже приходилось мышку ему принести, чтоб отвлечь. Но кошачьи инстинкты спокойно дремали. Когда малыши впервые открыли глаза, явственно оставляя в промежутке между чистым взором и яркой невинностью природу зверей, что оживают перед миром, все начало меняться. Папа поначалу-то неторопливо, с видимым напряжением, подошел ближе. Глазами следил. Каждый шаг котят казался ему одновременно смешным и загадочным. Он видел, как они хищно визжат, топа лапками, что-то бессвязно мурлычут, и медленно, незаметно до самого себя он начал учиться считать их своими. И вот, наконец, произошел почти волшебный момент. Как только котята уверенно встали на лапки и стали самостоятельно передвигаться. Шаг, два, падение, снова шаг. Папа понял, да, это действительно они. Мама не подсовывала, все это не сон и не обман. Это его собственные дети. Он, папа, он гордый отец. Но перемены проявились не с громким эмоциональным всплеском, а тихо. Нет нежного взгляда, ласки, мурлыканья, в общем, ни щебетания. Он оставался сдержанным, даже суровым. Лицо не расплылось в улыбке, но глаза теперь слегка смягчились. В них исчезла ярость и равнодушие, осталась тихая серьезность. Вот чуть припухло что-то в уголках пушистого лобика, в глазах легкий интерес. Но, как и прежде, взгляд был строгим. Равнодушие перешло в нейтральную заботу. Что особенно трогательно, кот явно пытался избавиться от репутации безразличного родителя. Он подходил, немного приседал, и только спустя мгновение, как будто со страхом, нюхал малышей. Один, два, еще раз. Иногда осторожно мазал их головой, но сдерживаясь, не позволяя себе сдацать эмоции. Осторожные прикосновения, тихое мурлыканье где-то в глубине горла, чуть заметный изгиб хвоста. И еще взгляд. «Я Бао, я ваш папа, но я все еще тут, чтобы наблюдать, а не обниматься». Пользователи в сети написали: «Да, он признал, но по-британски сдержанно, как настоящий джентльмен. В сознании я есть, я смотрю, я вижу. Но если кто-то решит, что это проявление отцовской любви, пусть думают так». Как и следовало ожидать, в соцсетях истории о котах, закон, мемы, шутки, добрые истории. В комментариях: очевидно, кот-британец – хороший скептик. Первые – ноготь и отвернулся. Вторые – писк и рвотный рефлекс. Третьи – и это не мое. А четвертые двигаются, и ты глаза открыли. Ну ладно, папа принял. Или первая встреча – приступ, вторая – отвержение, третье – признание, но по-джентльменски. Некоторые подмечали: похоже, у котов тоже есть что-то вроде «иди принимай, когда почувствуешь». Только тут буквально физическое чувство. Другие писали смешно и с оттенком легкой грусти. Мужики тоже часто бывают неспешными. Блин, ты правда моя дочь. Смотрят, колеблются, а потом вроде и да. Тем временем история кошки-мамы оставалась тихой, но не менее важной. Именно она была тем мостом, который свел их вместе. Она терпеливо выносила неодаренность папы, давала ему время, пространство и позволила всему случиться в своем темпе. Без нее кошкам было бы сложнее. В каком-то смысле эта история
Небольшая емкая аллегория о том, как не сразу все мужчины становятся отцами. Иногда нужно время, чтобы отпустить страх, принять, понаблюдать, дать дорогу эмоциям. Как и в истории с британским котом, он не отвращен был отцовством, он просто не был к нему готов. Но время и маленькие шаги изменили его отношение. Все случилось так. Тихо и осторожно, но искренне. Без лишних эмоций, но с глубиной, как раз по-британски. История получилась трогательной, немного забавной и бережной. Ведь в ней нет насилия, только постепенное принятие, переживание перехода от одиночества и отстраненности к спокойному принятию. Коты не говорят, но их поведение рассказывает за них. И вот, внезапно, у большого британского кота целое семейство. А он строгий, сдержанный папа, как добропорядочный английский джентльмен. Пусть каждый, кто прочитает эту историю, вспомнит своих родных, моменты, когда приняли скептиков, когда они открылись, когда тихо согрелись и когда спустя время ровно улыбнулись уголком рта, думая: «Да, это моя семья».